Здравствуйте! В этот раз речь пойдет о горячем копчении. Бытует мнение, что горячее копчение проще и быстрее. Проще потому, что дым не надо охлаждать, а быстрее потому, что процесс идет в течение нескольких десятков минут. Категорически не согласен с обоими утверждениями, точнее заблуждениями. И вот почему. Процесс копчения – длительный процесс по определению. При копчении коптильные вещества проникают вглубь продукта, а проникают вглубь продукта вследствие диффузии. А диффузия – процесс достаточно продолжительный. В случае копчения от нескольких десятков часов для рыбы до нескольких суток для мяса. И это еще не копчение. Под действием коптильных веществ происходит ферментация, созревание продукта. Процесс тоже не быстрый, от нескольких суток до нескольких месяцев. То есть горячее копчение нельзя назвать копчением в прямом смысле, скорее запекание с окуриванием дымом. Если быстро, это уже не копчение. Если копчение, то не быстро. Вообще улавливаете диссонанс, длительный процесс по-быстрому. Ну, здесь скорее вопрос терминологии, спорный вопрос. Будем считать, что горячее копчение – это все-таки копчение. Второе утверждение. Дым не надо охлаждать. Допустим, но в своих видео я уже неоднократно говорил, какими бы идеальными ни были дымогенераторы из щепа, в процессе тления качественную коптильную смесь получить невозможно. Дым неизбежно будет загрязнен большим содержанием аморфных углеродов и полиароматических углеводородов, в том числе с высокой температурой конденсации. То есть дым будет загрязнен сажей, золой, угольной пылью и канцерогенами. Таким дымом коптить нельзя. Дым необходимо очистить. Самый простой, доступный и, главное, эффективный способ очистить дым – это охладить его. Тем самым отжать из него конденсат со всей этой гыдотой. Кроме того, дым еще надо разбавить воздухом. В присутствии кислорода в дыме происходят окислительные процессы и формируются коптильные вещества. И еще при копчении густой коптильной смесью продукт можно пережать дымом, качество продукта снизится, а расход щепы возрастет. Вот мы и пришли к выводу, что коптильную смесь необходимо подготовить. Как ее подготовить, я предложил в своем видео «Правильное коптильно-холодного копчения». Ссылка будет в конце видео. И только после подготовки подать эту смесь в коптильную камеру с продуктом, разогретую до необходимой температуры. Предлагаю следующий алгоритм горячего копчения. Подготовленный продукт, то есть замаринованный, поместить в коптильную камеру. Обеспечить проточную подачу подготовленной коптильной дымовоздушной смеси в коптильную камеру. Разогреть коптильную камеру до 100 градусов, не выше. Коптить рыбу в течение 2-3 часов, мясо в течение 5-6 часов. При повышенной температуре проникновение коптильных веществ вглубь продукта ускорится. И кроме того пройдет денатурация белков продукта, то есть пройдет процесс термического приготовления продукта. После этого продукт охладить, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 2-3 суток. Продукт, приготовленный таким образом, можно будет с некоторой натяжкой назвать продуктом копчения, продуктом горячего копчения. И в завершение несколько слов о том, что предлагают в интернете для горячего копчения. А предлагают нам металлический ящик. На дно предлагают насыпать щепу, на сетку над щепой поместить продукт, ящик закрыть крышкой с гидрозатвором и поставить на огонь. В первые пару минут, пока температура щепы не достигнет 400 градусов, щепа тлеет,
образуются коптильные вещества. Кроме того, образуются вещества, содержащие кислород. Это углекислый газ, угарный газ, это вода. Затем щепа разогревается, а кислород выгорает. Без доступа кислорода щепа прекращает тлеть и начинается процесс обугливания. Образуется древесный уголь, угольная пыль, сажа. О копчении речь больше не идет. Все, копчение закончилось. Начинается процесс образования полиароматических углеводородов. Когда температура дна ящика достигнет 550 градусов, образуются и испаряются полиароматические углеводороды с высокой температурой конденсации. Это канцерогены, в том числе бензопирен. ПАУ, то есть канцерогены, конденсируются на продукте, на стенках коптильни, на частицах сажи. Сажа оседает на продукт. А гидрозатвор надежно функционирует. Ничто, образовавшееся внутри, наружу практически не выходит. Кислород внутрь не поступает. Коптимый продукт приобретает темный цвет, темный до черного, и становится фактически несъедобным. Более того, опасным для здоровья. Я бы после такого копчения не то что есть, я не решился бы открыть крышку. А теперь вопрос. В каком воспаленном мозгу суицидника родилась идея такого копчения? Это вообще что? Это разработка нацистов для проведения экспериментов на людях в концлагерях? Или это какая-то секретная разработка военной лаборатории для производства боевых отравляющих веществ? Мое личное мнение: за производство и распространение таких ящиков Пандоры надо сажать. И сажать надолго. Берегите свое здоровье и здоровье близких.